На окраине большого природного парка, где теплый ветер шевелил высокую траву, а над землей дрожало солнечное марево, однажды появились два маленьких сироты. Их судьба была тяжелой с самого начала. Никто не мог с уверенностью сказать, переживут ли они ближайшие дни. Одним из них был совсем крошечный крысенок, которого назвали Рикки. Он едва держался на тонких лапках, почти не открывал глаз и постоянно дрожал от холода. Его нашли возле старого склада после того, как стая бездомных животных разогнала его семью. Маленький зверек остался совершенно один и почти не подавал признаков жизни. Вторым был щенок по имени Бруно. Его обнаружили у обочины проселочной дороги. Кто-то оставил его там, и несколько часов малыш пролежал под кустами, голодный, промокший и испуганный. Его жалобный писк едва слышно разносился вокруг. Оба были слишком маленькими, чтобы самостоятельно справиться с окружающим миром. Сотрудники центра заботились о них, давали молочную смесь, укладывали под теплые покрывала и старались не отходить далеко. Но люди понимали, лекарствами и бутылочками невозможно полностью заменить живое тепло и ощущение того, что рядом кто-то защищает тебя. В соседнем вольере жила пожилая кошка по имени Мира. Когда-то она была настоящей хозяйкой двора при небольшом поселении, где ее знали все. Она была сильной, осторожной и независимой. Однако после нескольких тяжелых лет ее привезли в центр, чтобы она могла спокойно провести остаток жизни. Мира была покрыта небольшими шрамами, а ее движения стали неторопливыми. Она редко обращала внимание на людей и предпочитала лежать в укромном месте, наблюдая за всем происходящим своими зелеными глазами. Но у нее оставалось одно качество, которое время не смогло отнять — удивительная заботливость. Когда-то Мира потеряла собственных котят, и после этого стала гораздо тише. Казалось, часть ее характера навсегда осталась в прошлом. Работники центра не ожидали ничего необычного. Они просто решили попробовать познакомить кошку с двумя осиротевшими малышами. Никто не знал, как она отреагирует. Мира могла испугаться, зашипеть или уйти в другой конец вольера. Однако все произошло совсем иначе. Кошка медленно подошла к малышам, несколько секунд внимательно смотрела на них, а затем легла рядом. Она вытянула лапы и позволила щенку приблизиться. Бруно сначала замер, не понимая, что происходит, а потом осторожно прижался к ее теплому боку. Крысенок тоже перестал дрожать. Он подполз ближе и спрятался в мягкой шерсти возле ее груди. Мира тихо замурлыкала, словно успокаивая обоих. С этого момента началась совершенно необычная история. Первые дни оказались непростыми. Бруно часто отказывался пить из бутылочки, отворачивался и начинал жалобно скулить. Маленький Рики тоже почти не ел. Он забивался в угол и не реагировал на корм. Работники пытались кормить малышей сами, но результаты были слабые. Тогда Мира стала проводить рядом с ними почти все время. Она вылизывала им мордочки, осторожно касалась носом их голов, укладывалась рядом, когда они начинали дрожать. Иногда она просто лежала неподвижно, позволяя малышам чувствовать ее дыхание и тепло. Постепенно Бруно перестал бояться. Он начал есть, а вскоре за ним последовал и Рикки. Маленькие животные стали спокойнее, а затем начали заметно крепнуть. Сотрудники центра наблюдали за происходящим с удивлением. Никто не мог объяснить, почему кошка так быстро приняла совершенно чужих ей животных. Недели проходили одна за другой. Бруно становился все более активным. Он носился по вольеру, играл с веревочкой, пытался поймать собственный хвост и постоянно возвращался к Мире, чтобы получить от нее новую порцию внимания. Рикки тоже менялся. Его лапки становились крепче, шерсть становилась гуще, а характер смелее. Он часто забирался рядом с Мирой и прятался под ее лапой, если слышал громкий звук. По вечерам они втроем устраивались в одном месте. Кошка лежала посередине, щенок сворачивался возле ее живота, а крысенок устраивался совсем рядом. Это было странное соседство, но для них оно стало совершенно естественным. Посетители, которые случайно замечали эту компанию, долго не могли отвести взгляд. Люди фотографировали их, а сотрудники центра просили не шуметь, чтобы не разрушать спокойствие необычной семьи. Мира терпеливо переносила все шалости Бруно. Когда тот начинал слишком громко бегать, она мягко останавливала его лапой. Если Рикки пугался незнакомого человека, кошка сразу придвигалась ближе. Прошло несколько месяцев. Бруно вырос из слабого щенка в крепкого и жизнерадостного пса. Он уже уверенно бегал по территории и каждый раз встречал Миру радостным лаем. Рикки тоже заметно изменился. Он стал проворным, любопытным и смелым.
Теперь он исследовал каждый уголок своего пространства, но после своих приключений всегда возвращался к кошке. Мира наблюдала за ними с необыкновенным спокойствием. Она словно понимала, что эти малыши однажды станут самостоятельными. И все же приближался день, которого никто не хотел. Работники центра решили, что Бруно должен отправиться в новый дом. Для него нашлась семья, которая давно мечтала о собаке. Рики же собирались перевести в специальный питомник, где ему могли обеспечить безопасные условия и уход. Сотрудники знали, разделить их будет нелегко. Казалось, Мира почувствовала это раньше остальных. В последние недели она почти не отходила от малышей. Она дольше лежала рядом, умывала их и часто смотрела на них так внимательно, будто старалась запомнить каждое движение. День расставания оказался тяжелым. Когда Бруно начали уводить, он несколько раз обернулся. Затем стал скулить и пытаться вернуться обратно. Рики заметался по вольеру, не понимая, почему его лучший друг исчезает. Мира подошла к воротам и долго смотрела ему вслед. После ухода малышей кошка почти весь день лежала на прежнем месте. Она не играла, почти не реагировала на окружающих и отказывалась уходить туда, где раньше они проводили вечера. Прошло много времени. Мира стала еще старше. Ее шерсть посветлела, движения замедлились, а на мордочке появились новые седые волоски. Сотрудники центра старались окружить ее заботой, но было видно, что она стала гораздо спокойнее и чаще отдыхает. И однажды утром возле центра остановилась машина. Из нее вышел взрослый мужчина и осторожно открыл переноску. Оттуда появился крупный, уверенный в себе пес. Это был Бруно. Он вернулся в место, где провел первые месяцы своей жизни. Сначала он внимательно осмотрел территорию. Затем вдруг поднял голову и услышал знакомое мурлыканье. Мира медленно вышла из своего домика. Она остановилась. Бруно тоже замер. Несколько секунд они просто смотрели друг на друга, словно пытаясь понять, действительно ли перед ними тот самый человек или зверь, которого они когда-то считали частью своей семьи. А потом пес бросился вперед. Он начал радостно лаять, вилять хвостом и осторожно прижиматься к кошке. Мира сначала растерялась, но затем обнюхала его морду и стала тихо мурлыкать. Через несколько дней произошло еще одно неожиданное событие. В центр привезли Рики. Теперь он был уже взрослым крысом, быстрым, крепким и совершенно здоровым. Работники специально организовали встречу, чтобы увидеть, узнает ли он старую знакомую. Как только Рики увидел Миру, он сразу направился к ней. Кошка внимательно посмотрела на него, а затем легла на бок, как делала много лет назад. Рики приблизился и устроился возле ее лап. Бруно сел рядом. И спустя годы необычная семья снова оказалась вместе. Работники центра наблюдали за ними молча. Перед ними была кошка, пес и взрослый крыса, которые принадлежали к совершенно разным мирам, но все равно узнали друг друга. Для них не имели значения размеры, внешний вид или различия между видами. Когда-то они встретились в момент, когда двое маленьких существ были почти обречены. Одна старая кошка просто дала им то, чего им больше всего не хватало — тепло, спокойствие и ощущение безопасности. И именно это стало для них настоящей семьей. Прошло много времени, но память оказалась сильнее расстояния. Бруно и Рики не забыли Миру, а она, кажется, все это время ждала их возвращения. Иногда семья появляется там, где ее совсем не ожидаешь, и порой для того, чтобы спасти чью-то жизнь, достаточно просто не пройти мимо.